Bigger option, the lava is the push the ship. And after that, from the beach till the shipwreck is 40 meters out of. Вот такая вот узенькая лодочка, вот. Реально один человек помещается всего. Последний эпизод с острова Бали. Насладившись красотами Убуда, храмами и водопадами, мы отправляемся в конечный пункт нашего путешествия на восточное побережье в деревню Туламбен, где нас ждет уютный бутик-отель и богатый подводный мир. Дорога из Убуда до Туламбена занимает порядка 2 часов, и частично она тянется вдоль побережья. По дороге мы остановились в интересном месте в округе Клункунг и буквально немного не дошли до храма летучих мышей Гоа-Лавах, но мы вам расскажем про это место. На балийском Гоа – это пещера, а Лавах – летучая мышь. Храмовый комплекс построили вокруг пещеры еще в XI веке. Мышей огромное количество. Если посветить фонариком вглубь пещеры, то ничего не увидите, кроме черной массы мышей и гроздей желтых глаз. Пещера является местной святыней, и вход в нее запрещен. Если поехать туда вечером, когда смеркается, то можно увидеть, как эти полчища летучих мышей вылетают на охоту. Честно говоря, я не очень их люблю, потому что насмотрелась на них в Индии и на Шри-Ланке. Эта интересная инсталляция с изображением драконов и летучих мышей поставлена здесь несколько лет назад. Существует легенда о том, что в пещере с летучими мышами живет самый настоящий дракон, который охраняет местных жителей от злых духов, и тревожить его нельзя ни при каких условиях. И, наконец, море. Так вот оно какое на Бали. Пляж с вулканическим черным песком выглядит очень необычно. Посмотрите на эти чудесные виды за окном, потрясающие рисовые поля, вулкан Агунг, спрятавшийся под шапкой облаков. Кстати, его высота 3142 метра. Он считается духовным центром Бали и местом обитания богов. Это место священно для каждого балийца. Наш гостеприимный бутик-отель Тоя Бали, где мы провели чудесных 5 дней. Милый бассейн с видом на океан, уютная вилла, утопающая в зелени. Внутри, как и положено, традиционная атрибутика, радующая глаз. Особенно мне запомнился небольшой ресторанчик с потрясающим видом на море и хорошей кухней. Хозяева очень старались угодить гостям. Как вишенка на торте, в отеле был отличный массаж. Словом, полный релакс после дайвинга. А вот елка здесь выглядит совсем неуместно. Новый год уже прошел, но ей положено еще постоять.
Любителям пляжного отдыха мы не советуем выбирать Туламбен. Здесь нет оборудованных пляжей, черный песок, галька и камни. Здесь рады дайверам, но в целом место очень интересное. На Бали вот такие необычные лодки, похожие на пауков. Называются они джокунги. По сути, это те же каноэ, только с боковыми противовесами. А еще они бывают с такими странными парусами. Чуть позже вы увидите, как происходит катание на такой лодке, так что не переключайтесь. Я уже говорила, что в отеле Тоя Бали останавливаются в основном дайверы. Только мы заселились, к нам тут же подошли ребята из дайв-центра бронировать погружение. Совсем рядом с отелем затонувший корабль «Либерти», одна из главных достопримечательностей Туламбена. О деревушке Туламбен никто и не слышал, пока сюда не добрались австралийские дайверы. И произошло это именно благодаря затонувшему кораблю. Этот корабль начал тонуть в 1942 году, подбитый торпедой с японской подводной лодки. В 1963 здесь большое землетрясение, извержение вулкана. Большое извержение. И лава столкнула корабль на 40 метров в море. Я немного дополню эту историю. Во время Второй мировой войны у берегов Ломбока затонул американский корабль «Либерти». В него попала японская торпеда. Судно хотели восстановить в порту города Сингараджа, но на полпути корабль стал тонуть, и его спешно удалось отбуксировать только к пляжу Туламбен. Здесь он простоял 20 лет, пока в 1963 году не началось извержение вулкана Агунг. Землетрясение, сопровождавшееся выбросом лавы, столкнуло корабль обратно в море. Его корпус разломило на две части. Так «Либерти» затонул во второй раз. Зато теперь это судно стало домом для миллионов подводных обитателей, а деревня Туламбен, которая тоже сильно пострадала от вулкана, как раз и возродилась благодаря дайверам. А вот эта неземная красота – это уже мягкие кораллы. Они очень хрупкие, к ним нельзя прикасаться. И питаются они планктоном, фильтруя его из воды, поэтому предпочитают места с течением. В таких кораллах часто прячутся мелкие рыбки, креветки и даже карликовые морские коньки, особенно на красных видах. Иногда их колонии образуют целые сады, куда любят заплывать стойные рыбки. Я уже не впервые погружаюсь к затонувшим кораблям,
Раньше это было и на Мальдивах, и в Красном море. Вы можете посмотреть эти ролики на нашем канале, ссылки в описании и в подсказках сверху. Но Liberty совсем не напоминает корабль, только отдельные элементы можно опознать. Видать, извержение вулкана сильно его потрепало. Мой инструктор предложил пройти внутрь корабля, и, недолго думая, я согласился. Хоть это и опасно, можно зацепиться за старые обломки шпангоутов и за корпус. Забавное место, однако. Остатки воздуха после дайверов застряли внутри корабля, у иллюминатора. И, наконец, проход через узкие пробоины между скелетом корабля. Очень страшно. Страшно интересно, однако. Не дай бог зацепиться баллоном, шлангом или ластами. А если вдруг что-то сломается и придавит тебя? Но все прошло благополучно. И вот она, свобода. Неплохой всплеск адреналина, скажу я вам. Вся экономика поселка Туламбен заточена на дайв-индустрии, поэтому местные жители и договорились не ловить рыбу возле затонувшего корабля. И, как следствие, популяция рыб сильно разрослась. Сегодня дайв-центры не остаются без работы, а многие женщины тем и зарабатывают, что подносят дайверам тяжелые кислородные баллоны. Думаете, это кораллы? Нет, ошибаетесь. Это животные. А вернее, гигантские бочковые губки Barrel Sponges. Один из символов дайвинга на Бали и особенно в Туламбене. Иногда их называют старейшинами рифа. Этим губкам может быть несколько сотен лет. Так почему же эта ваза животное? Потому что у губок нет корней, листьев или стеблей, как у растений. Их клетки способны фильтровать воду, извлекая из нее кислород и пищу, всякие там бактерии, органические частицы. Но это не обычное животное, у него нет нервной системы, сердца или мозга, но они реагируют на свет, ток воды и раздражение. А еще их часто называют легкими океана, потому что они фильтруют колоссальные объемы воды и помогают поддерживать чистоту рифа. И в этом домике селятся мелкие креветки и даже осьминоги. У меня давно появилась привычка встречать восход солнца в любом новом месте. А на Бали это особенно приятно. С кем бы мы ни общались на Бали, все в один голос говорят, что сюда непременно надо вернуться. Мы тоже очень надеемся осмотреть остальную часть острова, ведь я еще не уехала, а уже начинаю скучать по Бали.
okay? No, it's okay. I mean, you try to just do. This is Да, say me, please, about your name. because you I'm Eric. Ага. So have your master. I that master. So Окей, это мой друг Мэрит. Это твой дайв-мастер сегодня. И так как ты неопытный дайвер, мистер Мэрит будет сопровождать при погружении. Сперва решим проблему с ушами, и затем, шаг за шагом, мистер Мэрит проводит тебя к затонувшему кораблю. Корабль покрыт кораллами, и там много рыб. Скажи, какие там рыбы? Sweetly fish, puffer fish, Yes. Nemo fish. Ну, супер, супер. Здесь рядом тоже есть хороший дайв-сайт, но нет возможности пойти туда, потому что видимость очень плохая. Это плохо. Так что мы пойдем на лодке на другой дайв-сайт. Вот такая вот узенькая лодочка. Вот. Реально один человек помещается всего. Кстати, друзья, у нас на канале уже много видео из разных уголков мира. И мы всегда с трепетом читаем ваши комментарии, особенно когда вы отправились в путешествие по нашим стопам или просто отправились в путешествие, посмотрев наши видео. Собственно, ради этого мы и снимаем и монтируем ролики, чтобы заразить вас любовью к путешествиям. Так что не стесняйтесь, пишите, где вы были и совпадают ли наши впечатления с вашими. Будем очень благодарны за обратную связь. А вот и наши кангеровые угри, или попросту садовые угри. Всю жизнь проводят на дне морском, высунув из-под песка только 1/5 часть, напоминают стебли растений и постоянно бездельничают, всасывая морскую воду, а вместе с ней дрейфующий по течению зоопланктон. Они очень стеснительные и обычно втягиваются в песок при приближении дайвера. Эти лентяи могут жить до 40 лет, кто бы мог подумать. С ними мы уже встречались на Андаманских островах, и если вам интересно, то пройдите по ссылке на наш ролик с острова Хевлок. Это не коралл, а живой анимон. Анимоны – это животные, близкие к медузам и кораллам. Они подвижны и могут запросто гулять по рифу. Их щупальца ядовитые, но рыбы-клоуны, которых часто здесь можно увидеть, защищены особой слизью, которая делает их невидимыми для жалящих клеток. Анимон дает клоунам укрытие, а те отгоняют мелких хищников и даже подкармливают его остатками пищи. Рыбка Фуга. Где мы ее только не встречали. Но ведь такая милая, а на самом деле самая ядовитая рыба на земле. Ее яд обладает нервно-паралитическим действием. И есть в Японии отважные повара, которые любят ее готовить, но я бы никогда не рискнула попробовать.
Еще одна рекомендация от Вояжа дилетантов. Если вы начинающий дайвер, то вам очень подойдет Туламбен. Здесь совсем нет сильных течений. Эх, как жаль было покидать это райское место. Несмотря на дождливый и ветреный сезон, в последние дни Бали подарил нам солнечные деньки и спокойное море. Мы обязательно вернемся на Бали. Здесь еще так много осталось за кадром. Если вы досмотрели до этого момента, значит наш ролик понравился. И самое время поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А можете написать в комментариях свои вопросы, пожелания или ваши впечатления от острова. А с вами был Вояж дилетантов. До новых встреч!